Остановитесь и послушайте. Не откладывайте этот момент на потом, не говорите «посмотрю, когда будет время». Время сейчас, потому что то, что вы сейчас услышите, не совпадение. Заглушите свои мысли, успокойте шум своих тревог и откройте свое сердце, потому что это не человеческое послание. Это божественное прерывание, священный момент, в который Богон сам собирается говорить непосредственно своими дух: «Я не обращаюсь к твоему разуму, я обращаюсь к твоему судьба. Прямо сейчас невидимое царство меняется, и то, что удерживалось на небесах, вот-вот вырвется в вашу жизнь в форме чуда, богатства и избыток». Слушайте внимательно, потому что в конце этого сообщения я открою вам ключ, который откроет дверь, за которую ты молился. И я говорю тебе, если ты уйдешь до последнего слова, ты можешь пропустить тот самый момент твоей трансформации. Вы можете пропустить момент, когда ваш урожай начинается. Оставайся. Оставайся до конца, потому что нечто вечное вот-вот коснется твоей реальности. Ты молился, не так ли? Ты плакал молча, проси Бога, ожидая знака, ответа, доказательства того, что небеса не забыли тебя. Ты смотрел на свои руки и думал: почему все, к чему я прикасаюсь, разваливается? Почему я вижу, как другие процветают, а я остаюсь в той же пустыне? Но сегодня твоя пустыня услышит шум дождя. Сегодня обещать-то, что казалось похороненным, снова прорастет точка семяверы, которая дремала, пробудится, потому что это послание несет в себе завет из богатства, из выздоровления и из божественное изобилие. Дитя мое, ты понимаешь, что сейчас происходит? Сам факт твоего присутствия здесь, чтение или прослушивание этого голоса не случайен. Ты был выбранный получить это откровение. В этом нет никаких совпадений, план из Бог, только божественные предписания. Небеса видели твои слезы прошлой ночью. Небеса услышали молитву, а ты прошептал, когда никто не мог услышать. Ты сказал: «Господи, если ты все еще видишь меня, пошли мне знак». Вот этот знак. Это твое священное вмешательство. Прежде чем это сообщение закончится, я открою вам секрет, что многие никогда не откроют, скрытая правда о том, почему одни люди живут в бесконечной нужде, а другие в изобилии. И это не удача. Это не случайность. Эта вера активируется в нужное время, через нужную дверь с правом ключ. Оставайся со мной, потому что этот ключ будет передан в ваши руки до того, как все это закончится. Но позвольте мне спросить вас, вы когда-нибудь чувствовали, что ваша жизнь поставлена на паузу? Как будто что-то невидимое преграждает вам путь к богатству, то мир, то здоровье, которые, как вы знаете, предназначены для вас? Это не ваше воображение. Существует духовное сопротивление, тень, которая стоит между вами и вашим наследованием, но это сопротивление вот-вот будет сломлено. И когда это произойдет, вы увидите чудо после чуда, благословение после благословения, не из-за твоей силы, а из-за твоего вера. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Прямо сейчас Бог говорит: будьте тихи. Я здесь. Его присутствие окружает вас, где бы вы ни были, в своей комнате, в автобусе или сидите в тишине, пытаясь осмыслить свою боль. Вы не одиноки. Этот момент свят. Это послание – подтверждение того, что ваш урожай близко, что ваша судьба разворачивается, и чта дверь-то, что вы считали запертым, уже начало открываться изнутри. Поэтому я спрашиваю вас, уйдете ли вы, прежде чем небеса произнесут ваше имя? Или останетесь до конца, чтобы получить и обещать, что было написано для вас от начала времен? Не просто слушайте, подготовьте свое сердце. Потому что прежде чем закончится это послание, я открою вам то молитва, которая активирует все молитва, которая превращает вера в проявление, недостаток в избыток, боль в власть и ожидающий в урожай. Оставайтесь. Смотрите.
Слушайте. Потому что прямо сейчас Бог готовится что-то сделать непредвиденной, священной и сверхъестественной в вашей жизни. Это момент вашей встречи. Это ваше божественное вмешательство, пропитанное Его присутствием. Это не метафора. Это не теологическая теория. Ты действительно живешь, как нищий в сокровищнице, окруженный блеском, но не видящий его. Ты проходишь сквозь дни, отягощенные тревогой, касаясь золотых стен, но видишь лишь камень. Ты молишься о чудо, но вы не понимаете, что чудо-уже дышит рядом с тобой. Ты умоляешь благословения, не зная, что Божие присутствие никогда не покидало тебя. Ты живешь в центре моря Его славы, но ты жаждешь, словно тебя бросили в пустыне. Дитя мое, чувствуешь ли ты всю трагедию этого? Быть так близко к своему наследованию и при этом вести себя так, как будто вы бедны? Оглянитесь вокруг себя на мгновение, не глазами, а сердце. Каждое биение сердца, которое вы чувствуете сейчас, является признаком того, что завет между вами и Бог все еще жив. Каждый вздох безмолвно ибещет, что небеса не перестали работать для вас, только избыток небеса не так уж и далеки. Они здесь ждут вас, только вера распознать это. Проблема не в том, что вам не хватает богатства, дело в том, что твой взор затмен страхом, сравнением и недоверием. Ты сидишь на сокровище вечности, но убедил себя в своей пустоте. Слушайте внимательно, Божие присутствие не посещает вас время от времени. Оно обитает, и как Дух Вечного не витает где-то в облаках, Он ходит внутри вас. Но когда ваша душа забывает эту истину, вы начинаете жить ниже своего божественного потенциала. Вы начинаете верить лжи о дефиците, о неудачах, о том, что всегда мало. Вы начинаете вести себя как нищий, просящий крошки, когда перед вами уже накрыт стол небес. Вы просите только необходимое для выживания, но Божий план никогда не был выживанием, он был избыток, переполнение и трансформация. Вам нужно очнуться от этой иллюзии. Иллюзии бессилия, иллюзии одиночества. Разве вы не видите? Ангелы даже сейчас вокруг тебя движутся, двери которые были открыты, пока вы сомневались. Есть ключи, которые были помещены в ваш дух и ждут своего использования. Но вы должны открыть глазовирач, чтобы увидеть их. Вы должны понимать, что величайшее чудо – это не когда что-то появляется из ниоткуда, а когда вы наконец осознаете то, что всегда было. Вот когда небо и земли выровнять, когда невидимый становится видимым, когда Божий свет открывает сокровище, которое вы считали потерянным. И если ваше сердце дрожит прямо сейчас, это не страх, это пробуждение. Это вибрация твоего духа, основая истину. Это послание пробуждает в вас нечто древнее, нечто вечное. Потому что глубоко внутри ваша душа помнит. Она помнит завет, то обещать, то наследование, которое вы были созданы нести. Вот почему ваше сердце болит, когда вы живете ниже своего призвания. Это не разочарование, это божественная память. Ваш дух знает, что он был создан для большего, для богатства, для благословения, для победы, для проявления Божьей славы через вашу жизнь. И вы спрашиваете, если это правда, почему я все еще страдаю? Почему я все еще чувствую себя покинутым? Потому что восприятие не всегда равнозначно присутствию, солнце продолжает светить, даже когда его скрывают облака, Бог продолжает действовать, даже когда вы не можете проследить его руку, чудо не ждет, пока вы поймете, это происходит в тот момент, когда вы полагать. Но вот в чем секрет, в тот момент, когда вы начинаете благодарить его за то, что вы пока не вижу, вы открываете то, что ждало вас в невидимом. Благодарность – это ключ, который превращает веру в проявление. Дитя мое, ты не нуждаешься, ты готовишься. Тебя не наказывают, тебя переплавляют. Каждая задержка, которую ты испытал, была Бог, позиционируя вас, формируя вас, чтобы вынести бремя вашего будущего урожая.
потому что было бы опасно давать вам изобилие, прежде чем ваш характер сможет его удержать. Вот почему он позволил некоторым дверям оставаться закрытыми на время. Но те же самые двери теперь начинают открываться один за другим, потому что настал ваш сезон откровения. Прямо сейчас, пока вы слушаете, небеса движутся, ангелы согласовывают божественное назначение, разблокируя секреты, подготавливая почву для богатства и трансформации. Вы стоите на пороге своей судьбы, и это самое сообщение является подтверждением того, что ожидание не было напрасным. Бог говорит: «Ты достаточно долго блуждал во тьме. Теперь пришло время увидеть свет моего изобилия». Это ваш момент действовать, прежде чем двигаться дальше. Я хочу, чтобы вы совершили один поступок, который приведет ваш дух в соответствие с посланием небес. Нравится это видео прямо сейчас. Не из-за алгоритма или цифр, а потому, что этот такт символизирует согласие. Речь идет не о цифровом взаимодействии, а о духовном единении. Нажимая эту кнопку, вы говорите: «Я согласен с обещать, я согласен с завет, я получаю благословение». Этот простой поступок становится пророческим заявлением: «Я больше не нищий в сокровищнице». Я заявляю о своих правах, наследования. Мир может посмеяться над таким жестом, но небеса признают послушание даже в самом маленьком действии. Бог видит движение до проявления. Когда вы проявляете свой вера, Он являет свою силу. Когда вы делаете первый шаг, Он разделяет море. Так что двигайтесь, откликайтесь, соглашайтесь. Потому что это послание не просто информация, это передача. Чем больше вы участвуете, тем глубже помазание. И когда вы это сделаете, помните следующее: вы никогда не должны были выживать на крохах, когда ваш отец владеет банкетом. Ты никогда не должен был гоняться за тем, что уже дано. Перестань просить то, что уже есть внутри тебя. Дух избаг наполнил вас богатство небес. Вашему разуму просто нужно уловить то, что выдух уже знает. Каждая трудность, с которой ты столкнулся, каждая ночь, которую ты проплакал, каждое «нет», которое ты услышал, это не конец, это была лишь подготовка. Потому что Богон никогда не отрицает, Он перенаправляет. И вся эта задержка только усложнила урожай богаче. Когда оно придет, оно будет смято, взбито и разлито. Когда оно придет, люди не узнают тебя, не потому, что ты изменился, а потому, что ты свет станет настолько ярким, что даже тени разбегутся с вашего пути. Оставайтесь на месте. Почувствуйте, как эта истина проникает глубоко. Вы стоите в море Его славы, в сокровищнице, переполненной нескончаемыми богатствами. Трагедия была не в том, что вам чего-то не хватало, а в том, что вы не могли видеть. Но теперь вы видите. Вуаль был поднят. Нищий нашел свою корону. Слуга вспомнил свое наследование, и по мере того, как вы будете продолжать читать это послание, откровение будет становиться все глубже. Потому что то, что вот-вот откроется, не только откроет вам глаза, но и откроет ваше будущее. Итак, оставайтесь здесь. Не отводите взгляд. Сосредоточьтесь, потому что следующая часть покажет вам, как в один прекрасный момент преобразил не только жизнь одного человека в Писании, но и станет образцом для вашей собственной чуда. Оставайтесь, для вашего дверь скоро откроется. Движение. Чад сказал: «Пока ты боролся со своей тревогой, я придумывал стратегии. Пока ты плакал, думая, что тебя никто не слышит, я двигал армии в невидимом мире. Пока ты думал, что тишина означает отказ, я готовил звук победы. Ты не знал этого, но боевой вы боролись, невидимая война, которая истощила ваши силы веры и сломал твое сердце, уже имел поворотный момент, баланс сместился в вашу сторону, судьба, и даже сейчас первые волны вашего чуда начинают двигаться в вашу сторону. Но я спрашиваю тебя, дитя мое, доколе ты будешь позволять страху управлять твоими мыслями?
Доколе ты будешь преклоняться перед врагом сомнения, когда я уже объявил тебя победителем? Зачем ты продолжаешь нести бремя, которое я уже пригвоздил к кресту? Ты говоришь, что полагать, но когда поднимается ветер, ты прячешься. Ты говоришь, что доверяешь, но когда буря сотрясает твои стены, ты спрашиваешь, с тобой ли я еще. Ты забыл, что в огне спит, что иго обещать не стекает, что иго завет не может быть сломан. Ты видишь лишь поверхность, но я вижу войну под твоими слезами. Ночи, которые ты считал проигрышными, на самом деле были ночами божественного движения. Минуты молчания были не пренебрежением, а стратегией. Пока ты молил об освобождении, я подстраивался под тебя, ангелы, смену времен года, перераспределение результатов. Потому что есть битвы, которые невозможно вести руками, и их нужно вести руками Вера. И ваш Вера, хоть и трепетал, но не умирал. Даже когда твои слова были немногочисленны, твой дух шептал мое имя, и небеса услышали этот шепот, как рев. Позвольте мне спросить вас, сколько раз вы были на грани сдачи? Сколько раз вы думали, может быть, это конец? Но почему-то что-то глубоко внутри вас отказывалось отпускать. Это что-то было не вашей силой, это был мой дух, поддерживающий вас. Вы думали, что стоите одни во тьме, но на самом деле тьма дрожала от свет внутри тебя. Каждая атака против тебя сердца была доказательством того, насколько ценен ваш судьба является. Видите ли, враг не атакует пустые суда. Он сражается только с тем, что несет груз. Обещать он только пытается разрушить то, что предназначено. Избыток. Вот почему ты столкнулся со столькими потерями, столькими задержками, столь долгим молчанием. Не потому, что я забыл тебя, а потому, что я доверял тебе. Я знал, что даже сквозь огонь ты все равно будешь призывать мое имя. Ты все равно будешь верить в чудо, даже когда все вокруг казалось неудачей. Именно это отличает избранных от обычных людей. Вера, который кровоточит, но не рвется. Теперь вы понимаете, почему этот путь был таким мучительным. Почему двери, казалось, закрылись именно тогда, когда появилась надежда. Потому что дверь вы толкали не была дверь к вашему благословению, это была дверь отвлечения. Ты плакал, потому что она не открывалась, но если бы открылась, ты бы погиб под видом возможности. Поэтому я заблокировал ее. Я закрыл ее божественной силой. Ты принял защиту за наказание. Ты думал, что промедление означает отказ, но на самом деле это означало изменение направления. Скажи мне, сколько раз ты выбирал сомневаться в себе, когда я уже решил помазать тебя? Сколько раз ты смотрел на свое отражение и говорил: «Меня недостаточно», когда небеса кричали: «Ты мой избранный сосуд»? Ты продолжаешь измерять свою ценность тем, что потерял, но я измеряю ее тем, что вложил в тебя. Ты думаешь, что тебя окружают поражения, но тебя окружают ангелы. Вы думаете, что сражаетесь в одиночку, но ваш Вера призвал на вашу сторону легионы. Есть видимая война, и ты его центр. Враг пытался заставить тебя замолчать, потому что он боится того, что произойдет, когда ты по-настоящему веруешь в то, кем ты являешься во мне. Он пытался убедить тебя, что богатство, избыток и мир для других, но не для тебя. Но послушай, твое наследование не подлежит обсуждению. Ваше обещание подвержено риску. То, что я написал в твоей жизни, не может быть стерто ложью тьмы. Урожай-то, что принадлежит тебе, уже отмечено на небесах, и никакая сила не может остановить то, что предопределено моим словом. Но я прошу тебя об этом, и пусть это пронзит твою душу к сердцу, когда вы начнете бороться с верой. Когда же ты перестанешь поддаваться каждому шепоту страха? Разве ты не знаешь, что твой молитва сотрясает устои? Что, когда ты открываешь уста и возвещаешь мое слово,
атмосфера склоняется в твою пользу. Почему ты живешь как узник, когда держишь ключ из двора в твоих руках, дверь не заблокирован, он ждет, когда вы его толкнете? Вы думаете, что ваша боль не имеет смысла, но она была наковальней, на которой выдух был выкован. Каждая слеза, каждое испытание, каждая бессонная ночь сформировали воина, которым ты стал. Ты учился выносливости, послушанию и доверию, священной валюте чуда, и теперь я говорю вам, ход войны изменился. Весы изменились. То, что должно было уничтожить вас, стало той самой почвой, на которой вы урожай будет расти. Чувствуете? Это волнение внутри вас – звук пробуждения победы. Это момент, когда ночь начинает терять свою силу, когда рассвет начинает пробиваться. Вы еще не видите этого своими глазами, но небеса уже увидели. Информация изменилась. Вердикт отменен. Там, где был хаос, теперь божественный порядок. Где был долг, теперь будет богатство. Там, где было отторжение, теперь будет повышение. Где была болезнь, там теперь будет точка выздоровления. Я знаю, твои раны глубоки. Я знаю, что твой разум устал от ожидания. Но пойми, каждая задержка укрепляла твое свидетельство. Каждое «нет» готовило тебя к «да», которое пронесется эхом сквозь поколения. Потому что то, что я собираюсь сделать в твоей жизни, немало. Это сверхъестественное, святой, обильный и безошибочный. Люди будут смотреть на вас и знать, что только Бог мог бы это сделать. И я снова спрашиваю, поверишь ли ты, что переломный момент уже наступил? Или будешь продолжать жить, словно все еще в долине, когда я уже поднял тебя на гору? Будешь ли ты продолжать плакать о чудо, когда чудо уже в пределах вашей досягаемости? Перестаньте сомневаться в начавшемся сдвиге. Вы переступили черту божественного вмешательства. Вы больше не ждете победы, вы уже стоите в ней. Поднимите свое сердце. Вытри слезы. Расправь плечи, боевой еще не закончен, но результат уже предрешен, обещать стоит, завет держит, наследования в безопасности. Пока ты плакал, небеса пришли в движение. Пока ты сомневался, ангелы сражались. Пока ты думал, что все потеряно, я провозглашал: свершилось. Это ваш поворотный момент. Это момент, когда вера восстает из пепла, когда избыток начинает течь, когда судьба пробуждается от спячки. Ты прошел сквозь огонь, но ты никогда не был в нем один. Тот же самый Бог, тот, кто допустил битву, уже подготовил победу. И прежде чем закончится это послание, вы увидите, что то, что пыталось уничтожить вас, стало ключ к твоему божественному трансформации. Это не утешительная речь. Это не очередной мотивационный шепот, который можно пролистать. Это столкновение с правдой, встреча лицом к лицу с тем самым, чего вы так долго избегали. Так что не смей отводить взгляд. Не заставляй меня замолчать на полпути. Потому что то, что я сейчас вам скажу, несет в себе привилегированные знания, вид, который разделяет тех, кто просто существует, от тех, кто действительно существует, наследовать избыток небес. Это не для того, чтобы вас утешить, а для того, чтобы пробудить. Вы просили благословения для чуда, для богатства, для трансформации. Но понимаете ли вы, чего стоят эти слова? Вы не можете войти в божественный мир, избыток несет те же цепи неверия, страха и гордыни. Есть дверь, которая стоит перед вами, и ключ дана, но вы не решаетесь его использовать, потому что использование этого означает перемены. Вы хотите Божьей награды, но вы сопротивляетесь Божьеисправлению. Ты желаешь Его обещать, но ты игнорируешь его принцип. Дитя мое, завет процветания – это не только получение, но и соответствие, послушание и смирение. Позвольте мне спросить вас прямо,
сколько раз вы взывали к чуду, живя так, словно этого никогда не случится? Сколько раз ты заявлял, что доверяешь мне, но при этом имел запасной план на случай, если я подведу? Это не так, Вера, это переговоры. И я не веду переговоры со страхом. Либо ты веришь моему слову, либо нет. Либо ты открываешь дверь полностью, иначе вы останетесь в ловушке своей половинчатой веры. Потому что теплая вера никогда не открывает божественные богатства, это только продлевает ожидания. Это сообщение – зеркало, и оно не польстит тебе. Ты говоришь, что хочешь увидеть Божьей славы, но готовы ли вы отпустить то, что блокирует его свет? Вы создали себе идолов из беспокойства, страха и контроля. Вы держитесь за горяч, как за друга, а потом спрашиваете, почему ваше сердце не можете почувствовать покой. Вы сравниваете свой путь с другими и удивляетесь, почему ваш урожай кажется задержка. Но как мне залить новый, благословениевый сосуд, все еще полный вчерашнего яда? Как я могу наполнить твои руки, избыток, когда они сжимаются вокруг твоего прошлого? Слушайте внимательно. Есть секрет, немногие понимают. Причина, по которой многие никогда не ходят в своем божественном наследовании, не потому что Бог утаивает, это потому, что они сопротивляются трансформации, и обещать всегда есть тест. Прежде чем я дам вам богатство, я должен проверить, справитесь ли вы с ответственностью. Прежде чем я отпущу избыток, я должен увидеть, способен ли ты ходить смиренно. Прежде чем доверить тебе влияние, я должен испытать тебя послушанием. В этом и заключается моральная дилемма. Все жаждут короны, но мало кто готов нести крест и ее формирующий. Ты действительно хочешь быть благословенным или просто хочешь чувствовать себя комфортно? Потому что мой благословение разрушает комфорт, разоблачает ложь, требует правды. Мои богатства не для того, чтобы питать тщеславие, а для того, чтобы питать цель. Мои чудеса – это не развлечение, а свидетельство завета. И дверь ты просишь меня открыть. Это приведет не только к обретению, но и к преображению. Но преображение всегда требует смерти, смерти гордыни, оправданий, ложных идентичностей. Вы живете между двумя мирами, между светом и тенью, между капитуляцией и контролем. Вы молитесь как верующий, но мыслите как скептик. Вы заявляете «Бог даст», но в глубине души готовитесь к разочарованию. Это война внутри вас, невидимый конфликт между вашими духи, твой страх. Ты не можешь служить обоим. Ты не можешь войти веропоклонясь беспокойству. Ты должен выбрать. Не обманывайте себя больше. Это ваше божественное предупреждение. Каждый миг, который вы откладываете свое послушание. Судьба. Каждый раз, когда вы заглушаете убеждения, вы заглушаете голос Бог, пытаясь поднять тебя выше. Это не наказание, это милосердие. Потому что я люблю тебя слишком сильно, чтобы позволить тебе жить ниже своего призвания. Я разоблачаю твои привычки не для того, чтобы тебя устыдить, а чтобы освободить. Ты просил меня показать тебе ключ, и вот оно, ключ — это капитуляция. Вы продолжаете спрашивать: «Господь, когда ты благословишь меня?» Но настоящий вопрос в том, когда ты позволишь мне. Я уже подготовил урожай, но я не отдам его в руки, которые все еще сеют раздор. Я уже открыл дверь, но я не позволю разделить сердце, пройдите через него. Теперь вы понимаете, чудо-то, чего ты ждешь, это не ожидание меня, а ожидание твоего решения. Небеса уже склонились к тебе, но ты все еще цепляешься за то, от чего я просил тебя освободиться. Итак, позвольте мне задать вам такой вопрос. Чем бы вы были готовы пожертвовать ради своего прорыва? Вы бы отпустили свою обиду? Вы бы простили того, кто вас обидел?
Вы бы отдали, когда это кажется невозможным. Потому что вера эта не стоит вам ничего, это нереальная вера. Каждый акт послушания – это семя, и каждое семя требует погребения перед урожай. Вы не можете молиться о воскресении, если вы отказываетесь от чего-либо отказаться. И все же, в этом противостоянии есть что-то священное. Ведь даже когда я говорю эту суровую правду, Божье сострадание исходит из этого. Я здесь не для того, чтобы осуждать вас, я здесь, чтобы пробудить вас. Я призываю вас выйти из посредственности, из иллюзии, что вы можете оставаться неизменными и все же наследовать божественное, к богатству ты был создан, чтобы быть больше, чем просто выживать. Ты был избран, чтобы стать сосудом славы, носитель свет, канале сбыток. Но ты не можешь войти в вечность, неся с собой тени своего прежнего «я». Дитя мое, услышь меня, трансформация «я зову тебя в это» – это не выбор. Это проход к твоему обещать. Ключ на следующий уровень благословения скрывается за послушанием, которого вы избегали. Вы можете продолжать притворяться, что все хорошо, или, наконец, столкнуться с тем, что должно измениться. Вы можете оставаться в своей пустыне или шагнуть в неизвестность, где чудо ждет. Но не заблуждайтесь, время священно. Каждый день, когда вы колеблетесь, враг празднует ваше промедление. Каждый раз, когда вы погружаетесь в рассеянность, очередное божественное назначение ускользает. Вот почему я говорю, не прокручивайте, не заглушайте этот голос. Потому что это момент вашего пробуждения, ваш час противостояния. Дверь стоит открытым, ключ в твоих руках, и небеса ждут твоего решения. Вы стоите посреди двух дорог. Одна ведет к трансформации, к избыток, к наследованию за пределами воображения. Другой ведет к тому же самому, к большей пустоте, большей тоске, большему количеству упущенных моментов. Вы уже знаете, по какому пути идете. Сердце желания. Но одно лишь желание не подвигнет тебя, повиновение поможет. Так что решайте. Не завтра. Сейчас. Поднимите свой глаз на небеса и сказать: «Я выбираю измениться». Я выбираю веростраху, правде, комфорту, послушанию, нерешительности. Потому что в тот момент, когда вы это делаете, все начинает меняться. То же самое Бог-кто тебя предупредил, это Бог-кто восстановит тебя. Тот же голос, что противостоял тебе, вскоре возвестит твою победу. Это не утешительная речь. Это божественное противостояние. Священное потрясение. Из тех, что разрывают цепи и пробуждают цель. Так что не смей прокручивать дальше. Не заглушай голос, зовущий тебя по имени. Потому что этот самый момент – порог твоего судьба. Пройди через него, и ты больше никогда не будешь жить как нищий в сокровищнице, ты будешь жить как наследник небес, ходящий по благословению, чудо и избыток. Прислушайтесь к звуку разлома. Бронзовые замки разлетаются вдребезги. Двери то, что вы считали запечатанным навсегда, открывается. С силой, которой никто не может противостоять. Цепи падают с ваших рук, невидимые тюрьмы рушатся, и ветер багдышит в каждый сухой, безжизненный уголок вашего существования. Вы почти слышите это, не правда ли? Это тонкая вибрация вашего духа, этот трепет в вашем сердце, это звук зарождающейся свободы. Годами вы молились и не видели никакого движения. Вы ждали, надеясь на знак, что небеса все еще помнят ваше имя. Но теперь атмосфера вокруг вас меняется. Дух избок парит над тем, что когда-то было пустыней. Там, где была засуха, я посылаю сбыток. Там, где была болезнь, я освобождаюсь. Выздоровления. Где не хватало, я изливаю. Богатства. Это не воображение, это проявление. Чудота, чего вы ждали,
перешло от обещания к присутствию. Присмотрись, дитя мое. Свет, который ты видишь сейчас, родился не снаружи, а внутри тебя. Ты нес это чудо все это время, ты просто еще не знал об этом. Каждая слеза, каждое испытание, каждая одинокая ночь готовили почву для твоего сердца. Именно в этот момент урожая вы думали, что это конец, но я культивировал воскрешение. Вы думали, что это наказание, но я формировал откровение. Вы думали, что все кончено, но я богиня невозможных начинаний. Я говорю вам сейчас, пришло время подняться. Прислушайтесь еще раз, цепи вашего разума рвутся. Страх теряет свою хватку. Воспоминания, мучившие вас, растворяются в огне моего присутствия. Депрессия, тревога, стыд, и они больше не ваши хозяева. Я Бог, кто дышит сухими костями, и мое дыхание наполняет твои легкие. Ты снова будешь жить. Ты снова будешь мечтать. Ты снова будешь творить. Это не будущее время, это сейчас. Моя жизнь течет прямо сейчас, через это самое послание, в самую суть твоего существа. Подними руки, даже если они дрожат. Произнеси мое имя, даже если твой голос дрожит. Потому что в этот самый момент небо и земля выстраиваются в вашу пользу. Точка обещаться было отложено. Теперь ускоряется точка, дверь которой застрял, широко раскачивается точка, урожай, что казалось погребенным, прорывается сквозь почву. И ключ, который разблокирует вашу судьбу, этот ключ виражива внутри тебя. Вы увидите, что там, где была пустота, появится новое утешение. Вы увидите, как восстановятся отношения, которые вы считали неисправимыми. Вы увидите богатство из неожиданных источников. Вы увидите, как возможности восстанут из пепла ваших отказов. Потому что я Бог, кто превращает недостаток в избыток. Я Бог, кто берет прах и вдыхает в него творение. Я Бог, кто превращает тишину в симфонию, смерть в судьбу. Чувствуешь? Воздух вокруг тебя густой, точка присутствия и сила, воскресившая Лазаря, входит в твою ситуацию. Тот же голос, что призвал свет из тьмы, теперь зовет тебя. «Встань», — говорю я тебе. Войдя в свое новое начало, точка чуда уже начал разворачиваться. Каждое препятствие, которое насмехалось над тобой, вскоре станет свидетельством твоего триумфа. Каждая задержка, которая тебя обескураживала, вскоре послужит доказательством моего идеального выбора времени. Ты стоишь посреди проявления, недалекое обещание, а живая реальность. Это твой момент божественного избыток. Завет, то, о чем вы слышали шепотом, теперь громко говорит в вашей жизни. То, что другие считали невозможным, скоро станет вашим свидетельством. Сердце не ломается, он расширяется, чтобы удержать благословения грядут. Ваши руки не пусты, они готовы принять больше, чем вы просили. Ваша история не закончена, она переписывается во славе. Понимаете, Богне нужны идеальные условия для выполнения чуда. Он движется в хаосе и называет это творением. Он входит в неудачу и превращает ее в основание. Он входит в боль и делает ее пророчеством. И теперь он входит в вашу жизнь. Каждая незаживающая рана встречает его исцеляющее прикосновение. Каждая неотвеченная молитва отзывается эхом исполнения. Каждое «нет», сломившее ваш дух, заменяется божественным «да». Это кульминация вашего путешествия, момент, когда невидимое становится видимым. Звук, который вы слышите в своем духе, это не плод воображения, это ликование небес, ликующих над вами. Трансформация. Потому что на этот раз это будет не просто небольшое благословение. Это будет нечто всеобъемлющее, неоспоримое, сверхъестественное. Проявления. Тот, который развеивает сомнения. Тот, который потрясает поколения.
Тот, который заявляет: «Воистину, это было дело Господа». И я спрашиваю вас в этот священный момент, осмелитесь ли вы заявить об этом вслух? Осмелитесь ли вы записать это как публичное свидетельство веры? Потому что ваш акт заявления становится семенем подтверждения. Я хочу, чтобы вы прямо сейчас комментариете слова ниже. Я получаю мои чудо, я хожу в свои благословения, я заявляю свой урожай. Не медлите. Не ждите знамения. Этот акт исповедания не показной, он – печать вашего завета. Когда ты комментарий, вы не просто пишете слова, вы активируете пророчество, небеса читают выраженную веру. Ангелы отвечают согласием, дух распознает соответствие. Так что сделайте это сейчас, заявите об этом в комментариях, скрепите это убеждением, пусть ваше сердце говорите громче, чем ваш страх. Это ваш видимый акт невидимой веры. Вот как чудо затвердевает. Потому что, пока вы комментируете, что-то невидимое меняется. Бог видит движение, Он видит, что ты веришь. Стены твоего Иерихона начинают дрожать. Воды твоего Красного моря начинают расступаться. Камень откатывается от твоей гробницы. Дверь открывается не только перед вами, но и внутри вас. Потому что истины чуда никогда не касалось только ваших обстоятельств. Речь шла о вашем пробуждении. Ты больше не тот, кто просит. Ты тот, кто повелевает свету сиять. Ты больше не забыт. Ты избранный сосудизбыток, урожай не придет. Оно уже здесь. Обещать не находится в режиме ожидания. Он жив, козовет недалека, она осуществлена. Так что прислушайтесь еще раз к звуку его разрушения. Бронзовые замки. Тюремные ворота. Голос Бога, прорваясь сквозь все ограничения. Это ваше проявление, это момент вашего божественного откровения. И каждое слово, написанное вами сегодня с верой, завтра отзовется эхом на небесах как свидетельство. Теперь поднимите сердце, поднимите глаза и произнесите еще раз со всей убежденностью: «Я получаю свои чуда, я хожу в свои благословения, я живу в избыток». Потому что на этот раз действительно дело сделано. И вашему разуму я провозглашаю мир. Вашим беспокойным мыслям, блуждающим бессонными ночами, я объявляю тишину. Твоему духу, боровшемуся со штормами, я объявляю спокойные воды. Ты молился о знамении, не так ли? Искал, просил, надеялся получить подтверждение, что небеса все еще слышат тебя. И теперь услышь меня ясно, это твой знак. Время ожидания закончилось. Сезон смятения подходит к концу. То, что когда-то казалось бесконечным блужданием, теперь обретает смысл. Буря, которая, казалось, не знала жалости, выполнила свое предназначение. Я не только провел тебя через нее, я преобразил тебя в ней. А теперь дышите глубоко. Чувствуете ли вы этот сдвиг внутри? Как тяжесть уходит из груди? Это не воображение, это мой дух, трогая ваше сердце. Война, бушевавшая в твоем разуме, окончена. Я исцеляю поле сражений твоих мыслей, смягчая каждый шрам. Милость. Там, где тревога воздвигла свой трон, я устанавливаю мир. Там, где страх нашептывал ложь, я сажаю правда. Ты больше не воюешь сам с собой, потому что я сказал отдых в ваше существо. Вам больше не нужно бороться, чтобы доказать свою ценность. Вам больше не нужно умолять. Благословения, вы уже благословлены. Вам больше не нужно гоняться за богатство, потому что он преследует вас как часть вашего завета. Чудо — это уже не то, чего вы ждете, это то, во что вы входите. Сезон дефицита переходит в сезон избыток. Время сломленности уступает местоцельность. И в этот момент я дарю вам самый большой подарок из всех – мир, превосходящий всякое понимание. Дитя мое, ты боролась с тенями,
которые никогда тебе не принадлежали. Ты боролась с невидимыми страхами, с которыми я никогда тебе не предписывал бороться. Ты пыталась контролировать то, что всегда должно было быть отдано. Но теперь отпусти все это. Отпусти тревогу, вину, самобичевание. Я исцеляю тебя, сердца изнутри наружу. Каждый перелом, каждый шрам, каждая рана души залечивается в моем свете. Ты больше не будешь жить пленником своих воспоминаний, ты будешь жить свидетелем моего милосердия. Помнишь, каково это быть потерянным, неуверенным в завтрашнем дне, неуверенным, улыбнешься ли ты когда-нибудь снова. Та версия тебя исчезла. Похоронена в земле вчерашнего дня. Ты был возрожденный в вера, возрожденный в надеяться, одетый в обещать. Ты выходишь из своей личной могилы, и камень отвален. Больше никакого страха перед будущим. Больше никаких мучений прошлого. Я Бакто завершает то, что я начинаю, а то, что я начал в тебе, только вступает в свою самую светлую главу. Твой судьба не задерживается, оно разворачивается. Ваш урожай не потерян, он взрослеет. Ваши молитвы никогда не игнорировались, их хранили. Каждая пролитая тобой слеза поливала поле твоего наследования. Каждый вздох усталости становился семенем преображения. Каждое молчание было мной, подготавливающей вашу почву для изобилия. И теперь дождь моего дух падает. Ты обновляешься, освежаешься, возрождаешься. Послушай меня, тебе не нужно бояться начать все заново. Это не конец, это начало, которое ты никогда не считал возможным. Пепел, который ты несешь, не свидетельство неудачи, он – доказательство того, что огонь не поглотил тебя. Я превратил твою скорбь в танцы, твоя пустота в богатство, ваше сомнение в божественной уверенность. Дверь то, что раньше казалось непреодолимым, теперь широко распахнулась. Пройдите через него с уверенностью. Не как тот, кто не уверен в своем месте, а как тот, кто знает, что он избран. Бог он сам. Вашему разуму я говорю мир. Вашему сердцу я говорю на языке реставрации. Вашему телу я говорю на языке исцеления. Вашему дух я говорю обновление. Это не поэзия, это пророчество мой голос творит, пока я говорю. Каждое слово, которое входит в ваши уши, становится светом в вашей жизни. Туман смятения, когда-то затуманивавший ваш разум, рассеивается. Мысли, которые когда-то кричали о хаосе, теперь затихают под властью божественного. Заказ. Я перестраиваю твой внутренний мир так, что то, что когда-то подавляло тебя, теперь будет подчиняться тебе. И, идя вперед, помните, мир – это не отсутствие бурь, а мое присутствие в них. Вы все еще будете сталкиваться с ветрами, но они больше не смогут вас сломить. Вы все еще будете сталкиваться с трудностями, но они больше не сломят вас. Потому что я не только вокруг вас, я внутри вас. Вы стали живым храмом моего духа, и внутри этого храма не может оставаться никакой тьмы. Снова глубоко вдохни. Почувствуй, как это больше не жжет так, как раньше. Это потому, что я вдохнул в тебя свою жизнь. Твои легкие наполняются кислородом божественного обновления. Твои мысли наполнены мелодией нового начала. Ты перешел от стремления к покою, от надежды к жизни, от веры к становлению. Чудо-то, что когда-то казалось таким далеким, теперь стало ритмом вашего повседневного существования. Вы заметите изменения, сначала едва заметные, а затем неудержимые. Двери, которые сопротивлялись вам, откроются с легкостью. Возможности, которых вы никогда не искали, найдут вас. Люди, которые когда-то сомневались в вас, потянутся к вам. Свет в тебе. Потому что мое благословение видно, оно оставляет отпечатки на всем,
чему прикасается. И я коснулся твоей жизни. Каждая область, которая когда-то была бесплодной, начнет цвести. Каждое место, которое было безмольным, начнет петь. Вы увидите это в своих финансах. Обеспечение течет, как тихая река, которая никогда не пересыхает. Вы увидите это в своих отношениях. Восстановление там, где была боль, связь там, где была дистанция. Вы увидите это в своих здоровье, сила, сменяющая слабость, жизненная сила, сменяющая истощение. Вы увидите это в своих дух, радость там, где было отчаяние, ясность там, где было смятение. Ибо я, Бог, который восстанавливает полностью, а не частично. И да, у вас будут моменты неуверенности. Голос прежнего «я» может попытаться вернуться, нашептывая, что вы недостойны этой новой жизни. Но помните, это отголоски прошлого, которого больше нет. Вы больше не связаны тем, кем были. Вы идете в том, кем становитесь. Мой обещать покрывает тебя, мой завет защищает тебя, и мой мир окружает вас. Когда старые страхи стучатся в вашу дверь, ответьте «Вера». Когда возникают сомнения, отвечайте «Правда, я не тот, кем я был, я тот, кем он меня называет». «Я с тобой», когда ты просыпаешься в тихом утреннем свете. «Я с тобой», когда день кажется тяжелым, а мир движется слишком быстро. «Я с тобой в смехе и тишине». Ты больше не будешь идти один. Моя рука направит твои решения, мой дух будет шептать направление, и мой мир будет охранять в ваше сердце то, что раньше казалось пустотой, теперь будет ощущаться переполненным смыслом. Ты обнаружишь, что благодаришь меня в те моменты, когда раньше жаловался. Ты обнаружишь, что улыбаешься там, где раньше плакал. Потому что трансформация – это не просто изменение, это возрождение. Вы являетесь доказательством того, что Бог все еще восстанавливается. Вы – доказательство того, что чудеса реальны. Вы – живое свидетельство того, что может сделать, когда отказывается сдаваться. Не недооценивай то, что я сделал в тебе. Этот новый мир, который ты чувствуешь, не временный, это фундамент твоего будущего. С этого дня ты будешь строить не из страха, а из полноты. Ты будешь отдавать не из нужды, а из избыток. Ты будешь любить не по нужде, а от избытка. И те, кто когда-то сомневался в тебе, те, кто сомневался, справишься ли ты, пусть посмотрят. Пусть они станут свидетелями твоего восхождения не ради гордости, а ради славы. Потому что через тебя другие увидят меня. Благодаря твоей истории другие вновь обретут надежду. Благодаря тебе благословения другие снова поверят. Ты больше не просто преемник, ты теперь сосуд. Носитель свет из правда, из мир. Так что теперь отдохните. Ожидание окончено. Ни дверь открыта. Ни ключ был использован. Ни обещачев. Ни урожай готово. Ни благословение течет. И я, твой Бог, провозглашаю вам мир в душе вашей, избыток на вашем пути и чудо в твоих руках. Ты вступил в новый сезон, сезон божественного отдыха, священное обновление и святое возрождение. Война закончилась. Шум стих. Свет вернулся. И теперь все, что осталось, это мир. И пока вы здесь, сделайте еще одну вещь – подписаться не по привычке, а из-за обязательств. Потому что это путешествие не заканчивается здесь. Это лишь первая глава вашего нового сезона. В грядущих посланиях вас ждут более глубокие истины, более великие откровения и более сильные проявления. Каждое слово, каждый момент, каждая молитва будет строить на этом фундаменте мира. Подписываясь, вы не просто следите за каналом,
вы остаетесь на связи с потоком божественной информации, мудрость, постоянное напоминание о том, что Божий голос все еще говорит сквозь время и пространство, чтобы достичь вас именно там, где вы находитесь. Поймите, когда вы вернетесь за следующим посланием, вы уже не тот человек. Вы придете человеком, который прошел через трансформацию, который научился распознавать голос Божественного в повседневной жизни. Каждое последующее слово укрепит новую структуру, которую я построил внутри вас. Оно закрепит ваша вера, умножьте свое благословение и углубить свой мир. Итак, сделайте этот последний вдох в этот священный момент и позвольте ему закрепиться в вашем сердце к сердцу «Ты избран». Ты любим. Ты охвачен. Ты готов. Ты идешь в обещать изобилия и завета вечной благодати. Нет пути назад, нет возвращения к теням. С этого дня ты идешь в свет, вы входите цель, вы входите победа. Помните, боевое окончено. Война уже выиграна. Вам больше не нужно прилагать усилия, вам просто нужно следовать тому, что уже предопределено. Вам не нужно сомневаться, достаточно ли вы. Вам просто нужно помнить, что Бог считал тебя достойным еще до того, как ты пошевелил пальцем. То же самое Дух-то, что тебя подняло, будет тебя поддерживать. То же самое власти который открыл ваш дверь будет держать его открытым. То же самое рука, что благословил тебя, будет продолжать направлять тебя. Посмотрите, как далеко вы продвинулись. Посмотрите, как изменилась ваша душа, дочка Мирта, что когда-то казалось невозможным, теперь стало вашей атмосферой точка избыток то, что когда-то казалось далеким, теперь стало достижимым только чудо-то, что казалось сном, теперь стало вашей повседневной реальностью. И, шагая вперед от этого момента, помните, это не конец встречи, это начало вашей новой жизни, путешествия со мной. Прежде чем закрыть это сообщение, остановитесь и поблагодарите меня не словами страха, а словами веры. Скажите: «Спасибо, Бог, для мой трансформация. Спасибо за мой новый сезон. Спасибо, что никогда меня не покидаешь». Потому что благодарность запечатывает то, что зарождается в чудесах. Благодарность превращает мимолетное мгновение в вечное свидетельство. А когда закончите, зайдите в комментарии и еще раз заявите: «Я получаю свои чуда, я вхожу в мир, я живу в избыток». Поделитесь своими чувствами. Расскажите другим, кто все еще ждет своего прорыва. Ваши слова станут ключ для кого-то другого дверь. Твой голос станет семенем другого урожай. Никогда не недооценивайте силу своего признания, оно несет в себе отголосок божественной истины. Затем, прежде чем уйти, убедитесь, что вы подписаться. Потому что эта божественная история продолжается. Грядут новые откровения, новые молитвы, новые идеи, новые волны благословения, которые будет развиваться на основе того, что началось здесь. Теперь вы являетесь частью живого движения вера, семьи верующие хождение в сверхъестественном избыток. Оставаясь на связи, вы говорите: «Я не вернусь во тьму. Я буду расти в свет». Итак, идите сейчас со своим сердцеполный и ваш дух обновленный. Иди в свое завтра смело, как Бог, кто сегодня здесь выступал, тот выступит еще раз в присутствии. Вы чувствовали, что здесь вы встретитесь с каждым, куда бы вы ни пошли, к Мирта, что ты несешь, станет твоим компасом. И когда сомнение попытается шепнуть тебе: «Помни этот голос и эти слова, ты не покинешь эту комнату один. Я с тобой всегда. В твоих победах и твоих испытаниях. В твоем смехе и в твоем молчании. В изобилии твоем и в ожидании твоем. Мой дух прогулки с тобой, мой обещать живет в тебе, и мое благословение идет перед тобой. Теперь встань, избранный. Иди, процветай и живи в божественном мир. Твой чудо завершено. Ваш урожай началось.
и я, твой Бог, я ближе, чем».